Привет, девчонки! Смотрите, какой у нас тут завал. Вадим уехал на неделю в отпуск, и мы с мужем решили сделать ремонт в его комнате. Воспользуемся этим временем. Я надеюсь, мы за неделю управимся. Джампьеро будет делать все сам, а я после работы, где смогу, ему помогу. Мы уже вчера накрыли всю мебель, а письменный стол разобрали и вынесли в зал. Уже пора было заняться этой комнатой. В прошлом году мы сделали ремонт в спальне и в зале, а сейчас уже займемся этой комнатой. На стенах уже было много трещинок, надо было их заделать. И вообще мне что-то так надоело, эта пестрота на стенах. Сейчас хочу просто белые стены. Видите, он уже вчера многие трещинки заделал, я надеюсь, вам видно. А сегодня мы сдвинули шкаф, и он займется этой стеной, пока я буду на работе. Если честно, я во всем этом вообще не разбираюсь. Сначала он немного шлифует стены от старой побелки, потом заделывает трещинки, потом нужно дать материалу хорошо высохнуть, затем снова нужно будет зачистить поверхность. В общем, есть нам тут работы. Смотрите, и в коридоре какой завал. Ну ладно, девчонки, я побежала на работу, встретимся через несколько дней. Прошло 4 дня, мы закончили с побелкой. Теперь можно перейти к уборке. Уже можно убрать все покрытия. Сейчас я отклею всю клейкую ленту и очищу все капельки. После того, как Джампьеро заделал все стены, прошелся грунтовкой. Затем 3 раза белил стены. Мы использовали особенную побелку с мелкими микросферами. В Италии и так очень влажный климат, а еще комната Вадима находится на северной стороне. Нам сказали, что эта побелка защищает стены от перепада температуры, и за счет этого не образуется конденсат и не должна образовываться плесень. Посмотрим, если это действительно работает. Мне так нравится отклеивать эту клейкую ленту. Плинтуса я уже очистила. Сейчас еще кое-где очищу пол от капелек и потом уже помою полы. Полы я уже помыла. Мне сейчас не до готовки. Джампьеро поехал за пиццей, а я пока решила закончить собирать письменный стол. Слышите за окном, какой дождь начался? И гром гремит, слышите? Такой сильный дождь. Сейчас я закончу закручивать и покажу вам. Смотрите, какой сильный. Ничего себе, как сегодня льет. Так люблю находиться дома в такую погоду. Сейчас перекусим, и на сегодня хватит. Завтра я как раз не работаю, с утра встану и буду продолжать убирать. И у нас уже утро следующего дня. Я уже позавтракала и принялась за уборку. Сегодня у нас уже солнышко за окном. Такой классный теплый день, еще приятнее убирать в такую погоду. Сначала хорошенько вымою окно, протру сетку от комаров влажной тряпкой. После того, как Джампьеро шлифовал стены, окно было открыто, и сетка немного запылилась этой белой пылью. Все протру, а потом уже хорошенько протру всю мебель. После ремонта, пока избавишься от этой пыли, нужно приложить немного усилий. И вроде бы ремонт в одной комнате, а пыль распространяется по всему дому. Окно я уже помыла, а сейчас пройдусь пылесосом по матрасу. Сегодня у меня в планах хорошенько убрать и помыть каждый уголок в этой комнате. Я еще протерла влажной тряпочкой все деревянные рейки, на которых лежит матрас. Теперь протру прикроватную тумбочку и саму кровать вокруг. Мне кажется, что мы, женщины, делимся на 2 категории. Кто-то любит больше убирать, а кто-то больше готовить. Я из тех, кто любит больше убирать. А если уже говорить о готовке, я люблю что-то испечь. А уже остальное так себе, по настроению. А вы как? Напишите мне в комментариях. Хотя приходится делать и то, и другое. А теперь беру вот такое средство, наношу его на влажную тряпочку и протираю хорошенько это кресло.
Кресло тряпочное – это средство хорошенько вымывает все пятнышки. И не обязательно брать именно этой фирмы. Я уже не раз так делала, не переживайте, не испортите ткань. Протирая все книжные полки и шкаф, на тряпочку нанесла также немного этого средства. Купила вот такое мусорное ведро из Икеи серии «Фниз». Стоило оно 2,50. Сейчас я его хорошенько протру и оставлю под письменным столом. Были белые и черные, я выбрала черные. И обязательно отклеиваю этикетку. Я ужасно не люблю, когда остаются наклеенные этикетки. Меня прям это раздражает. И отправляю под письменный стол. Уже и люстру помыла, сейчас Джампьеру ее прикрутит и устроим небольшую паузу. Вчера он еще купил мороженое фисташковое и из лесных орешков. Сейчас поедим мороженое и потом соберем и повесим новые картины на стену. Наша пауза закончилась, продолжаем обустройство. Видите, я купила 3 такие рамочки 50 на 70 в Икее. Не буду ломать язык, серия вот так называется. За одну рамочку я заплатила 9,95. А на сайте Тему я купила уже давно 3 постера. Сейчас я вам их покажу. Видите, как сама рамочка выглядит? А постеры в черно-белом варианте. Нам с Вадимом понравилось. Одно изображение состоит из 3 картин. Одно дополняет другое, и их цепляют на небольшом расстоянии. Как раз на белой стене будет классный контраст. Вот такие картины мы выбрали. Сейчас я их вставлю в рамочки, и потом Джампьеру их повесит на стену. Видите, примерно так это будет выглядеть на стене, на небольшом расстоянии. И пока он весит картины, я беру вот такое специальное средство для экранов компьютера и телевизоров и хорошо все протру и на письменном столе. И тряпочка эта специальная для стекол. Сбрызгиваю немного этого средства и протираю все экраны. Я уже все протерла на письменном столе и клавиатуру осторожненько. Смотрите, какая у него классная клавиатура, без проводов. И как только ее потрогаете, она начинает светиться. И, кстати, этот коврик я тоже протерла средством, которым протирала кресло. Он отлично вымылся. Все эти полочки протерла, книги. Хотите посмотреть, что в этом чемоданчике у Вадика? Ему друзья в прошлом году подарили вот такой проигрыватель для пластинок. Снова возвращается эта мода на пластинки. И еще подарили ему вот такие пластинки вместе с проигрывателем. Вот такую и вот такую. И теперь он будет их коллекционировать. Джампьеро уже повесил картины, покажу вам, как это выглядит. Видите, симпатично. Теперь застелю кровать. Сначала стелю чехол для матраса. Пока Вадика не было, я все перестирала. Хорошенько натягиваю со всех сторон.
Теперь стелю простынь. Простыни я использую на резинке. Они так лучше натягиваются и так намного удобнее. Итальянцы не используют пододеяльник, а перед тем, как стелить одеяло, стелят еще одну ровную простынь, оставляя край сверху для подворачивания. Поэтому у них простыни огромных размеров. Сначала мне казалось это так неудобно, но сейчас я уже привыкла. Девчонки, простыни я всегда глажу, а вы? Так приятно всегда открыть комод и взять эту постель чистенькую и выглаженную. И нижнюю часть они подгибают под матрас, видите, вот так. Сверху стелю одеяло и верхнюю часть накрываю простынью. И затем одеяло подгибаю под матрас. На подушке я тоже надела уже чистые чехлы. Обычно у итальянцев они продаются вот такие на замочке. И надеваю наволочки. Так как у Вадика кровать полуторная, я укоротила ему немного все подушки, чтобы они не выступали за кровать. И сейчас, когда я покупаю новые наволочки, мне приходится их всегда немного укорачивать. И вообще мне хочется каких-то перемен в доме. Мне бы хотелось мебель у Вадика поменять. Хочется чего-то светлого. Последнее время темная мебель мне не очень нравится. Ну, пока как есть. И еще мы заказали новый карниз от стены до стены. Обычно у итальянцев так не принято вешать, но мне хочется так. Мне кажется, что так будет уютнее. Постель я заправила, и теперь последний штрих – это нанести немного приятного аромата. И у нас уже следующий день. Сегодня уже приезжает Вадик, и я решила, раз я уже занялась генеральной уборкой, сейчас я пройдусь пылесосом, помою еще раз хорошенько полы и пройдусь специальным средством для блеска полов. Полы я уже помыла, а теперь беру вот такое средство, его нужно нанести на влажную мягкую тряпку для пола. Или можете сбрызнуть по полу и пройтись по всей поверхности. Только старайтесь не протирать по одному и тому же месту повторно. Оно, когда высохнет, оставит красивый зеркальный блеск. Когда я вижу, что средства уже мне не хватает, я сбрызгиваю прямо на пол и продолжаю. Можно уже и так оставить, но у нас есть вот такой старенький полотер. Сейчас Джампьеро им пройдется и будет еще больше блестеть. Пока Джампьеро проходится этой машинкой, я уже хорошенько убрала и в ванной комнате, и за стиральной машинкой все протерла. Вот смотрите, покажу вам, какой блеск остается на полу. Я надеюсь, вам видно против света. Единственное, что меня бесит, это эти провода, но уже Вадик приедет, займется этим сам. Подключит все и спрячет их за стенкой письменного стола. А я уже вытерла пыль из компьютерного корпуса, ставлю его на место, но подключать все эти провода уже Вадик будет сам. Мы в этом во всем вообще не разбираемся. Я еще и вентилятор хорошенько протерла влажной тряпкой, и внутри каждую деталь, хотя его уже можно будет унести на мансарду, навряд ли он уже понадобится. Ну и на этом моя генеральная уборка закончена. Шкаф чистенький, и окно хорошо помыто. Ой, девчонки, после такой уборки такое классное ощущение, даже дышать легче. А на этой стене будет карниз от стены до стены со шторами. Будет, конечно, намного уютнее. Жаль, что его еще не привезли. Уже вам покажу как-нибудь в другом влоге. Чистая выглаженная постель. Картины повесили, на письменном столе все чистенько.
На полочках все блестит. Я, правда, устала за эту неделю, но настроение у меня хорошее. Так люблю, когда в доме чисто. И так как Вадик приедет поздно, они с ребятами остановятся где-то поужинают. Я хоть пойду испеку печенье и заварю чай. И вам покажу рецепт быстрого печенья. Так что пойдемте со мной на кухню. И я тут уже приготовила 2 яйца, 150 грамм сахара, 75 грамм сливочного масла, пол-пакетика разрыхлителя и 250 грамм муки. Рецепт я обязательно вам оставлю в описании под видео. Сначала я смешиваю яйца с сахаром. И еще для вкусного аромата я решила добавить пакетик ванильного сахара. Хорошенько перемешиваю и затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло. Хорошенько перемешиваю и затем добавляю разрыхлитель. Затем муку я добавляю постепенно. По рецепту нужно 250 грамм муки, но у меня ушло немного больше. Но старайтесь не забивать тесто мукой. В конце я тесто замешиваю руками, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем отрезаю кусочек и раскатываю в жгут. Это печенье готовится очень быстро. Раскатали, а теперь режем на кусочки. Округляю немного края и выкладываю в форму для выпекания. Выкладывайте их на небольшом расстоянии. Девчата, кто первый раз на моем канале и не знает, у меня есть и кулинарный канал, где я делюсь разными рецептами, от десертов до овощных блюд. Так что присоединяйтесь, буду рада новым гостям. Печенье мы с вами сформировали, а теперь присыплю небольшим количеством сахара. И отправляю в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 10-15 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. Печенье уже немного поднялось. У меня получилось 45 штук, но все зависит от того, какого размера вы его будете делать. Ну вот и готово. Вот такое быстрое, рассыпчатое, ароматное и очень вкусное печенье у нас получилось. И из минимального количества ингредиентов. Я еще успела съездить к сестре, собрала у нее в палисаднике цветочки, выбрала себе все в фиолетово-сиреневых цветах и создала такую красоту. Такой красивый и милый букетик будет украшать мою кухню. Вот эти необычные цветочки так мне понравились, прям как бархатные. Ну и в целом получился красивый букетик. Спасибо ей, что она разрешает мне собирать ее цветочки. Но тут уже Вадик позвонил и сказал, чтоб мы выезжали. Нам нужно было поехать его встречать за 20 километров от дома. И мы вместе с мужем поехали за ним. Я уже так соскучилась. Нам пришлось его немного подождать. И смотрите, видимо, где-то вдали от нас был дождь и молнии. Смотрите, какое небо. Так красиво. Вот мы и дома. Вадик уже освободил чемодан, и у меня снова куча стирки. У нас, мамочек, работа никогда не заканчивается. Ну и на этом я с вами прощаюсь. И напоследок хочу вам показать кадры из отпуска Вадима. Из солнечной Калабрии. Этот прекрасный регион Италии богат красивой природой. И в сочетании с историческими достопримечательностями. Да и в общем, как и вся Италия. Надеюсь, и я там когда-нибудь побываю. Увидимся в следующем влоге. До скорой встречи!